Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня хочу с вами связать вот такого вот мультяшного персонажа. Это губка Боб, квадратные штаны. Вот размер этой игрушки 8 сантиметров, а ширина 6 сантиметров. Вот такой вот губка Боб. Он вяжется одной деталью. Вот вяжется очень легко и быстро. Необходимо очень малое количество пряжи. Вот такой вот брелочек можно себе для разнообразия связать на ярмарку, либо на какую-нибудь торговую точку. Так как я уже торгую тоже, я сдаю свои игрушки под реализацию, поэтому я очень много ищу для того, чтобы что-то новенькое предложить на полочку. Сейчас я покажу самый первый мой губка Боб, которого я связала. Это вот такой вот он маленький. Но я поняла, что он еще маленький. Вот посмотрите, по сравнению с вот этим, насколько он меньше, вернее уже. Мне, конечно, он не понравился. Я решила его связать пошире. И вот такой вот пошире мне очень понравился. Вот, и давайте с вами свяжем точно такого же губку Боба. Итак, для вязания нам понадобятся оттенки вот такие оттенки пряжи. Это белая, коричневая, черная. Коричневые могут быть любые оттенки. И желтый, и красный цвет. Дальше нам понадобятся глазки 8 миллиметров. Маркер, крючок 4,5, также иголочка с толстым ушком, но я взяла тоненькую ниточку, Ярнард Джинс в одну ниточку взяла. Вот в одну ниточку я разделила их и взяла в одну ниточку для вышивания ресничек и ножницы. Вся пряжа у меня на 100 грамм 120 метров. Можно взять любого производителя. И давайте начнем. Итак, начинаю я с коричневой пряжи и набираю 11 воздушных, цепочку из 11 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Связала я цепочку. И теперь со второй петельки начинаем вязание. Провязала первый столбик без накида, ставлю маркер в первый столбик, провязываю второй столбик без накида, я его не довязываю, буду вывязывать ножку. Беру черную пряжу и довязываю уже черной пряжей. Теперь делаю накид и провязываем в следующую петлю. Я провязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. 1 в одну петельку, 2 и 3. 4 петелечки на крючке провязываем вместе. Дальше убираю черную ниточку. Беру коричневую и делаю воздушную петельку коричневой пряжей. Дальше убираю черную и вяжу коричневой пряжей. Продолжаю вязать по цепочке. 1, 2, 3, 4. Четвертую я не довязываю четвертую, беру черную ниточку и заканчиваю уже, смотрите, чтобы не стягивалась, черной ниточкой. В следующую петельку вяжу вторую ножку, тоже шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. 2 и 3. Провязываю все петельки вместе, убираю черную и коричневой я делаю воздушную петельку уже. Дальше я провязываю
1 столбик без накида. И остается последняя петелька. В последнюю петельку я провязываю 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше разворачиваю вязание. Хвостик вяжу вместе с деталью. И теперь смотрю и развернув, теперь вяжем по второй стороне цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот в последнюю петельку, там, где мы вязали, в последнюю петельку, там, где у нас маркер стоит и первая петелька провязана, мы сюда же провязываем 1 столбик без накида. То есть по второй стороне у нас получается 9 столбиков без накида. Мы провязали 9 столбиков без накида. По кругу у нас должно получиться 20 петелек. Я черную ниточку обрезаю. Черная нам уже не понадобится. Я завязываю на узелочек, чтобы не распустилась ниточка, но не стягиваю сильно. Вот такая деталь получается. Теперь второй ряд я провязываю коричневой пряжей 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Первый столбик провязала, ставлю маркер, затем второй столбик, затем по воздушным петелькам на ножке 3, 4 столбика между ножками 2, 3, 4, это уже будет 7. Дальше по воздушной петельке на ножке 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Последнюю петельку 20 я не довязываю. Я обрезаю ниточку и беру белую ниточку. И заканчиваю уже второй ряд, последнюю петельку белой ниточкой. Теперь третий и четвертый ряд мы провязываем без прибавок и убавок белой ниточкой 20 столбиков без накида. Подтягиваю белую. Ставлю маркер в первый столбик. И провязываю по кругу 2 ряда белой ниточкой 20 столбиков без накида. Тут будет много хвостиков, но много смены нити, но оно легко очень меняется, вяжется по кругу, поэтому очень легкий мастер-класс. Вот провязала я 20 столбиков, снимаю маркер, и второй ряд я точно так же провязываю белой ниточкой 20 столбиков без накида.
Последнюю петельку я не довязываю, обрезаю ниточку и беру желтую ниточку. Заканчиваю я уже желтой ниточкой. И теперь 5-й ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Ставлю маркер в 1-й столбик и вяжем ручку. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И со 2-й петли провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так. Дальше провязываем на вторую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязав 10 столбиков, вяжем вторую ручку. 1, 2, 3. И со 2-й петли 2 столбика без накида. 1 и 2. И до конца ряда провязываем 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Все хвостики прячем. Вот такая деталь у нас получается. 5-й ряд провязан. 6-й ряд мы провязываем 20 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Итак, провязала я 6-й ряд. Вот такая деталь получается. 7-й ряд. Снимаю маркер и провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ю я не довязываю. Беру белую ниточку и будем вязать с вами глазки. Закрываю 5-й столбик уже белой ниточкой. В следующий столбик я провязываю шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Вот так, 2 столбика. Провязываю вместе. Воздушную петельку вяжу уже желтой ниточкой. Между глазками 1 столбик провязываю, не довязываю, а довязываю опять белой ниточкой. И в следующий столбик провязываю опять шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Провязываю вместе и опять воздушную петельку вяжу уже желтой ниточкой. И до конца ряда 12 столбиков без накида провязываю до конца ряда. Белую ниточку я отрезаю, прячу.
Все, и до конца ряда я провязываю. Седьмой ряд провязан. Вот такая деталь получается. Дальше. Итак, по кругу у нас получается все те же 20 столбиков. И теперь 8, 9 и 10 ряд, 3 ряда мы провязываем 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок по кругу. Давайте так провяжем 3 ряда. Итак, провязала я 3 ряда. Немножко вытягиваю ниточку. И давайте набьем холофайбером деталь. Итак, смотрите, я набила холофайбером деталь, сделала вот так вот квадратненькую, приплюснула немножко вот так вот деталь, вот так, чтобы она была плоская. А теперь смотрите, что мы делаем. Нам нужно до боковой части провязать 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот так. Видите? То есть у нас должна быть петелька на боковой части, потому что мы сейчас будем связывать 2 стороны детали. Вот так. Теперь прижимаем друг к дружке деталь вот так вот. И теперь вяжем столбики без накида за обе стеночки детали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так как у нас 20 петелек, у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Вот так вот. Теперь обрезаю хвостик
И фиксируем ниточку. Одеваю иголочку. И вот в уголочек вставляю иголочку, ввожу в любое место. Вот видите, оно загнулся. Я его поправляю. Вот так, чтобы он был ровненький. И затем путаю ниточки. Не сильно стягивая. Вот так вот. Все обрезаю. Все, вот такая вот деталь получается, очень легко и быстро. Вот, и теперь давайте приклеим глазки. Итак, начинаем приклеивать. Вот смотрите, я приклеиваю глазки. Вот 2 столбика. Вот 2 столбика идет, и между столбиками вот отверстие. И вот в это отверстие вот я буду вставлять глазки. То есть между беленькими столбиками их 2. И вот сюда я буду приклеивать. Клей наношу на ножку. И вот между столбиками вставляю. Вот так. Второй глазик точно так же. Между столбиками. Очень удобно, их 2, и поэтому вот между столбиками. Вот, приклеили глазки. Теперь я приготовила ниточку. Как я уже сказала, я взяла Ярнард джинс и одну ниточку вытащила. И теперь буду вышивать реснички и ротик. Сзади завожу иголочку и вывожу вот на серединке глазика. На серединке глазика. Хвостик оставляю небольшой. В следующую серединку ввожу крючок, а вывожу вот на реснички. Все, вот такой вот ротик. Теперь 3 реснички я вышиваю. Вот, и перехожу на следующий. 3 реснички вышила. Теперь здесь 3 реснички. И выхожу на вот на беленькую. Вот так. Так, мне не нравится. Это я... Последняя ресничка не симметрична. Надо, чтобы было все симметрично. Поэтому можно перешить, если что-то не нравится. Вот перешиваю и перехожу на низ, на вот так. Вот, и перехожу на низ на рубашку. Смотрю тоже, чтобы симметрично было. Вот такие вот треугольнички вышиваю. Вот. И вот, смотрите, вот такие 2 треугольничка вышиваю на рубашке. И теперь завязываю на узелочек ниточки сзади. Обрезаю и прячу вовнутрь.
Все, теперь вышиваем галстук. Итак, я беру плюшевую ниточку. Сзади вот на штанишках я ввожу. И на серединку между ножками. Вот так. Вот. И вот до конца рубашки. Вот так. Теперь на одну петельку в сторону. Вот, и где-то на серединке, вот, чтобы получился вот такой вот треугольничек. Вот. И вывожу. Поправляю все. Вот так. Завязываю на узелочек. Отрезаю и прячу. Все, галстук он такой вот здесь в длину, а здесь треугольничком. Можно сначала вышить треугольничек, а потом в длину сделать. Ну, то есть это уже на ваше усмотрение. Вот такой губка-боб у меня получился. Вяжется вот так вот он легко и быстро. Вышивается тоже очень легко. Все. Вот такой вот маленькая игрушечка, либо маленький брелочек получился. Надеюсь, у вас все получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.